У меня дома живет Валера. Кто-то скажет: Иван Сергеевич, зачем вам это? А я скажу, что он незаменимый помощник в хозяйстве, да еще и без запаха. С Валерой ничего не скрипит. ВМП Авто знает толк в помощниках. И вот совершенно случайно у меня под рукой оказалось масло. Совершенно случайно. Обычное автомобильное, но способное на многое. Например, в течение 4 часов при скорости 220 км в час заботливо смазывать двигатель спортивного автомобиля и не угореть, и не превратиться в воду, и остаться маслом, а не коричневым нагаром. Причина проста. Компания ВМП Авто знает толк и в спорте, и в масле. 3 главных составляющих. Базовое масло, крепкий полимер и присадки от ВМП Авто. А еще температура застывания масла ниже 48 градусов. Короче, крепкое масло и в зной, и зимой. Я вас не убеждаю. Просто сходите по ссылке и сами убедитесь. Ретро-галерея ресторана «Ле Калина», реставрационной мастерской «Камышмаш» представляет. Сбылась мечта, и, честно говоря, я еще внутри не осознал, что чувствую по поводу этого автомобиля. Как ехать? Кайфовать и самого себя снимать. Потому что оператор сюда точно не поместится. И вот как мне это делать? Кайфовать, получать удовольствие от вождения, а параллельно переключать передачи с двойным выжимом и крутить неподъемный руль от грузовика. Сука. Ладно, погнали. Ох, мать моя женщина. Просто ради саморазвития почитайте историю компании «Локомобиль». Это калейдоскоп именитых людей и компаний. И вы поймете, что майбахи и роллс-ройсы – это шляпа и твидовый пиджак, а «Локомобиль» – это фрак и цилиндр. Перед вами лучший автомобиль, построенный в Америке. И ведь с этим не поспоришь. Правда, лучшим автомобилем он был назван в рекламных буклетах компании «Локомобиль» в 1911 году. Эта машина, если пользоваться языком современным, тяжелый люкс. Причем в прямом и переносном смысле. Вес автомобиля около 3 тонн, а стоил он в топовой комплектации 10 тысяч долларов. Для сравнения, Ford T стоил 1000. История компании началась ровно в тот момент, когда человек заставил ехать кареты с помощью двигателя, а не лошади. В 1899 году Джордж Брисбен Уокер, издатель журнала Cosmopolitan Magazine, того самого Космополитена, бизнесмен и меценат, организовал компанию по производству автомобилей Locomobile Company of America. Сразу надо пояснить. Уокер выкупил лицензию и проектную документацию на производство парового транспортного средства, разработанного братьями Фрэнсисом и Фриланом Стэнли. Изучите их историю. Уникальные парни. Отвлекся. Название «Локомобиль» — это локомотив, на тот момент паровой, и автомобиль. Ставка на пар была сделана потому, что еще было не совсем ясно, какой двигатель будет крутить движитель. Пар, бензин или электричество. Американский бизнес – это череда продаж и перепродаж своих бизнесов другим успешным людям. Уокер взял в соучредителя мистера Эмзи Лоренса Барбера, который одним из первых в Америке делал асфальтовые дороги. Затем 2 недели они ругались и разошлись. Уокер продал свою долю в Локомобиле Барберу. Барбер сразу отказался от дорожных паровозов, понимая, куда мир катится.
Затем были поиски и метания. Недорогих автомобилей было много и разных, а шикарные были штучными, но также в целом выпускалось их немало. И Локомобиль понял, куда надо гнуть линию. Консервативный внешний автомобиль, но технически совершенный, а главное — огромный. Чтобы все видели, что ты богат. 48-е появились в 1911 году. Наша машина 914-го. Это значит, что в этом году ей 110 лет. Количество кузовов, разнообразие. Вот сколько вы себе можете представить, вот столько и было кузовов. И двухместные, и семиместные, и спидстер для особо влюбленных в скорость. Но по порядку. Как уже неоднократно говорилось, в машинах тех лет главное — это шасси. Оно, кстати, стоило всего $6600 и для всех автомобилей было одинаково. Одинаково прекрасно, и даже для нее использовали самые лучшие и дорогие материалы. Рама шасси изготовлена из прессованной хром-никелевой легированной стали, подвергнутой термообработке. Итак, база — это расстояние между колесами от центра 142 дюйма или 3660, примерно миллиметров. Немало. Шасси — это рама, подвеска, двигатель и капотная часть. Но за ваши деньги шасси превращалось в произведение искусства. Вот, скажем, передний мост, балка на рессорах. Но вот эти колбы — это амортизаторы, пневмогидравлические. Вот под этим блестящим колпачком располагается штуцер для накачки воздуха. Вы поняли? Один край рессоры, в данном случае передний, опирается на поршень амортизатора. Но и это не все. А вот это еще один амортизатор, рычажный. То есть на переднем мосту два рычажных амортизатора дополнительно. А сзади их, правда, нету. К тому же сами рессоры по кругу спрятаны в кожаные чехлы со смазкой, дабы не загрязнялись и не скрипели, и не корродировали. Любое сочленение подвески имеет специальную пресс-масленку, скрытую под лужеными начищенными колпачками. Так вот, еще раз, буквально все трущиеся, двигающиеся соединения перед началом движения или шприцуются, или смазываются вручную. Обратите внимание, как здесь под давлением подается смазка. Сюда она закладывается, потом колпачочек закручивается и потихонечку поджимаете. Тут есть стопорное колечко, которое не дает открутиться в обратную сторону крышечки. Тавотница. Давайте будем называть все по старорежимному. А солидол будем называть мади или мадия. Масленочная мазь, вот вам еще название. Как вам? Мне не нравится? Мне тоже. Так вот, все эти блестящие смазывательные штуки – это доп. Оборудование. Они поднимали стоимость до заоблачных $10,000. Далее по списку задний мост. Все так же вычурно, блестяще и изысканно. Рессоры в чехлах, задние концы которых упираются в амортизаторы. Есть ограничитель хода подвески в виде стальных петель и как бы стабилизатор. Еще раз рассмотрите внимательно эту тягу. Она придерживает и мост, и механизм тормозной системы. Сзади установлены колодки, наоборот. Они сжимают барабан, они давят изнутри. И да, спереди тормозов нет. Теперь про двухместный кузов. Каркас его выполнен из твердых пород дерева. Какого я не знаю, но то, что он не сгнил, хороший показатель. А вот обшивка в нашем случае — это алюминий, а не жесть. Тут явная борьба с весом. Хотя борьба больше элемент понта. Колеса, как вы могли увидеть, деревянные. Они крепятся одной гайкой к ступице. Золотой ключик для их демонтажа покоится в багажничке. Хотя пробитое колесо проще менять, отвинчивая гайки и переставляя просто обод с резиной. Шестицилиндровый, рядный, литой попарно. Головка и крышки отливаются для каждой пары отдельно. Они неразборные. На каждый цилиндр идет по две свечи. Провода спрятаны в деревянном футляре. Клапанный механизм шестеренчатый, и сами клапаны идут сбоку. И опять лучшие материалы. Блок
латунный, головки чугунные, поддон алюминиевый. И все ручной работы и блестит. Хорошо виден редуктор, рулевой, червяк-гайка. Привод вентилятора ременный из прессованной кожи. И крутит этот привод только вентилятор. А помпа находится с правой стороны и приводится в движение с помощью шестеренок. Также шестеренки вращают и магниты, и зажигания, и все на свете. Двигатель состыкован с четырехступенчатой КПП. Но как состыкован? Не жестко. Крутящий передается через небольшой шарнир к коробке и от нее карданом уже к мосту. Салон. Он есть. Спартанский визуально, но опять же материалы. Полированная бронза и тончайшая кожа. Лобовое стекло и правда эгоистичное стекло для пилота. Обратите внимание, на деревянных ступеньках даже дырочки есть, чтобы вода не застаивалась и сливалась. Да. Ну, как-то так уж, извините. Не очень изящно. Господи, места-то вообще нету. Итак, по приборам. Масло, топливо, вольтметр. Посередине флажок включения освещения. С левой стороны на отдельном возвышении спидометр. Теперь запускаем двигатель. Это целое театральное представление, где главный актер ты, и ты должен соблюсти ритуал. Но бензокраник я уже открыл. Теперь на руле выставляем подсос, подкачиваем воздух в бак, создавая там давление. На руле два рычажка: опережение, зажигания чуть-чуть пораньше и ручной газ чуть-чуть побольше. Я не знаю, как это сказать. Замок зажигания. Заводится автомобиль с аккумулятора. А потом, когда машина заведется, надо сразу же переключить этот огромный флажок на магнето. Ну, в общем, пробуем. Да, совсем забыл. Видите на глушителе рычажок? Если его открыть, будет прямоток, но рева будет ого-го. Ладно, итак, поехали. Так, а сейчас я буду разворачиваться. Да, радиус разворота у этого автомобиля ого-го, просто конский. И я уже устал мотылять руль в настоящем автомобиле. Так, что-то не то. И снимать я себя буду на плохую камеру, сам себя. Потому что оператор сюда точно не влезет. Я и сам-то тут с трудом помещаюсь. Да чтоб тебя. Извините. Всему меня учить надо. Три тонны веса на деревянных колесах длиной под 5 метров трогается, как и полагается машине с такими показателями, уверенно. Еще раз напоминаю, это 1914 год. И максимальная скорость в 114 км в час – это супер. Про расход не будем говорить. Те, кто купил локомобиль, могут купить себе и завод по производству бензина.
Локомобиль можно назвать первой машиной феминисток, прости господи. Харриет Уайт Фишер, очень богатая вдовушка, именно на локомобиле совершила первую в мире кругосветку. Правда, на локомобиле, но все же. А вот еще Ева Мадж, как полагают, была первой женщиной, получившей водительские права, и первой женщиной-гонщицей, гоняла на локомобиле. Мое сердце дрогнуло. Я влюблен в этот потрясающий автомобиль. Он тяжел в управлении. Он разгоняется как танк. Это огромный, монументальный, суперский автомобиль. И ты в нем трудишься, и от этого получаешь потрясающие, неповторимые, меня эмоции переполняют, удовольствие. Хочется сказать про конкретный автомобиль. После окончания реставрации данный автомобиль с успехом был показан на нескольких мероприятиях, посвященных ретро-автомобилям. Там, за океаном. В мае 2013 года на автомобильном празднике в Индианаполисе владелец подтвердил гоночную славу марки «Локомобиль», промчавшись по треку Инди со скоростью 112 км в час. В июне 2013 на конкурсе элегантности в Гринвиче «Гринвич конкурс де элеганс» этот локомобиль победил в номинации «Лучший американский автомобиль» Best of Show American. Вот как-то так. Что стало с фирмой? Великая депрессия по ней ударила, и она медленно умирала, и в конечном итоге не выдержала конкуренции. А ее автомобили живут до сих пор. Вот бы еще 7-местный локомобиль найти, и я был бы в восторге. Ну и охота продолжается.